So at the beginning, even in the 8 stages, at the beginning you need to put some effort. Otherwise you can't meditate spontaneously. Даже на 8 стадии, в начале, для того, чтобы приступить к медитации, вам все равно нужно приложить маленькое усилие, иначе вы не добьетесь спонтанной медитации. So 9 stages you need achieve. At that time, then you engage meditation spontaneously. That's called spontaneous. Yeah. Вот на 9 стадии вы уже вступаете в медитацию спонтанно, это называется спонтанным вступлением. At that time, in order to develop shamatha, when you are in 9 stages, и в этот момент, когда вы на 9 стадии, для того, чтобы развить шаматху, then you need complete relax. Вам нужно полностью расслабиться. So the eagle in the high space, Lama Tsongkhapa says. И Лама Цонкапа говорит, что когда орел парит высоко в небе, at that time, in order to fly spontaneously, so he should completely relax his wing. То на этом этапе, для того, чтобы ему лететь спонтанно, ему нужно полностью расслабить свои крылья. At that time, if he used the wing, that became an obstacle for flying, spontaneous fly. И в этот момент, если он будет использовать свои крылья, то это станет для него препятствием к спонтанному парению. So that's why in this text, many texts talk about the spontaneous, relax, this thing. This is not talking at the first stages. Second stage is talking about the 9 stages in order to have a develop shamatha. Then at that time, so you should know the stages, different stages. Во многих текстах говорится о спонтанности, о расслабленности, и вам нужно понимать, что речь идет не о первой, второй стадиях, а речь идет о 9 стадии, где для того, чтобы достичь шаматхи, нужно полностью расслабиться, и поэтому вам нужно понимать это различие между стадиями. So that's where the first and second stages, if you totally relax. Таким образом, если вы полностью расслабитесь, находясь на первой или второй стадии, this will be like an eagle on the ground. Это будет похоже на то, как орел сидит на земле. Saying that fly spontaneously. Так раскинул крылья и говорит о спонтанном парении. He never fly. Так он никогда не полетит. Он земле сидит спонтанно, понял, да? Он глаз закрыл, я спонтанно летаю, на стадии ничего не летал, понял, да? Okay, yeah. So these are the, Lama Tsongkhapa say, misinterpretation come from not understanding the which level, what level you should do what, in what stage you should not do what. This is very important. Лама Цонкапа подчеркивает, что такие ошибочные интерпретации возникают из-за отсутствия точного понимания, на какой стадии, каким образом вам нужно поступать, а как не поступать. So how you should do it? Итак, как нужно поступать вам? Lama Tsongkhapa says. Лама Цонкапа говорит. When there is when you too tight, then it will become a obstacle because mental wandering come. Так, если удержание объекта слишком крепкое, то возникнет препятствие, потому что появится блуждание ума. Then even you say, don't come, mental wandering come again and again. И здесь, даже если вы будете говорить своему блужданию «не возникай», все равно снова и снова ваш ум будет блуждать. Because of the strategic mistake, it was too tight. Из-за такой стратегической ошибки, как слишком крепкое удержание объекта. Then if you lose it, there's danger of completely losing it. Затем, если вы ослабляете удержание, то есть опасность полностью расслабиться. So you should hold meditation like a holding egg in your hand. That many other masters say, not Lama Tsongkhapa also. Some other masters say. Не Лама Цонкапа, но и многие другие мастера говорят, что сосредоточиваться на объекте. Панчен Лама говорил о том, что правильное сосредоточение – это как удержание яйца в руке. If you tie too much, you break the egg. Если вы сожмете его слишком крепко, то раздавите яйцо. If you lose, then you lose the egg from your hand. Если ослабите, сильно расслабите руку, то яйцо у вас выпадет из руки. So that's why holding egg in such a way that nobody can steal it, but you don't break it also. И поэтому держите яйцо таким образом, чтобы никто у вас его не выхватил, не украл, но также, чтобы оно не выпало из вашей руки. So if you lose it, if somebody steals, means mental wandering. То есть также, чтобы не раздавить его, а если вы теряете яйцо, то это означает, что возникло блуждание ума. So that's why in such a way, outside tight, but inside soft, so they don't break it. That's very important.
То есть держите яйцо так, чтобы внешне удержание было крепким, а внутри было достаточно мягким, чтобы не раздавить яйцо. То есть используйте такую аналогию. This analogy Panchen Lama explained in a Gelukaju Mahamudra teaching. И такую аналогию Панчен Лама приводит в учении по Махамудре традиции Гелуккагью. Ясно, да? Okay, хорошо. Okay. So if you too tight, bragging, that is a mental dullness. Mental wandering, no? Too loose, then mental dullness. Итак, если вы слишком крепко сжимаете яйцо и раздавили его, то это сравнимо с блужданием ума, а если слишком ослабляете удержание, и яйцо выпадает из руки, это как притупленность ума. So this way, as through this analogy, what you understand, Lama was saying that, through your own experience, then when you meditate, now that is too tight. From it, then make it a little bit loose. Then you might say, this is too extreme of losing. Then a little bit tight. Like that, through your own experience, you understand it. Yeah. Итак, Лама Цонкапа говорит, что здесь вам нужно на собственном опыте в процессе медитации понять, что вот такое-то удержание является слишком крепким, нужно немного его ослабить. Then if you a little bit loose, immediately you go in other extreme. So you say, now this is too loose. You put in a little bit tight. Если вы начинаете расслаблять удержание, то сразу же впадаете в другую крайность, слишком большой расслабленности, и в этот момент вы должны понять, что это другая ошибка, и нужно удерживать объект немного более крепко. So best analogy is like in a kanatke, when you move with the stick in your hand. So when you're losing balance here, if you do like that, then there's danger of going other side. So in this way you keep balance. Самая лучшая аналогия – это аналогия с канатоходцем, когда он идет по канату и, удерживая шест, если начинает заваливаться в какую-то одну из сторон, он выправляет положение тем, что он наклоняет шест в другую сторону, и в этот момент сразу же появляется опасность завалиться в другую сторону, и он избегает этой ошибки и так сохраняет равновесие. Okay. Now another misunderstanding, Lama Tsongkhapa says. Следующее, Лама Цонкапа говорит, следующее недопонимание. So before one Lama Tsongkhapa say, having, losing of your meditation, there will be great concentration. That is a person who don't understand the pure concentration is not just abiding of your meditation. People have two characteristics. One is abiding. Second is a clarity of the concentration. Yeah. These two. So, Итак, Лама Цонкапа говорит о тех словах, которые были приведены раньше, о том, что чтобы развить хорошее сосредоточение, нужно полностью расслабиться. И No. In order to develop concentration, you should have two characteristics. Для того, чтобы развить сосредоточение, оно должно обладать двумя характеристиками. One point is staying in meditation. Second, clarity of meditation. Первое – это однонаправленное пребывание на объекте медитации. Второе – это ясность сосредоточения. If somebody say completely relaxed, then your concentration will be good. He don't understand the second characteristic, the clarity of concentration. This is a very necessary for the concentration. Если кто-то говорит, что для хорошего сосредоточения нужно полностью расслабиться, это означает, что он не понимает то, что необходимо иметь второе качество сосредоточения, это высокую интенсивность ясности, а не только пребывание на объекте медитации. So that's why, in order to have these two characteristics, then you should hold that meditation tightly, not too tight, and not too tight, so that mental dullness don't come. Итак, для того, чтобы развить безошибочное сосредоточение, вам необходимо, которое обладает двумя характеристиками, вам нужно удерживать объект медитации крепко, но при этом и также не слишком крепко. You should lose it, but not too loose. И нужно также держать ослабленно, но не слишком расслабленно. So that these two qualities, one-pointed and clarity of the concentration come. Чтобы появилось эти два качества, это однонаправленность и также ясность сосредоточения. So then this is flawless concentration. Тогда это будет безошибочная концентрация. Вам ясно, да? Okay. This is the technical instruction, very important for meditation. Итак, такие технические наставления очень важны для медитации. At the beginning, no necessary to have a 2 hours thing like that. Even 5 minutes, if there is a one-pointed and
there is a clarity in your concentration. This is a pure concentration, 5 minute pure concentration. Вначале вам не нужно стараться пребывать в сосредоточении в течение 2 часов, а даже если в течение 5 минут вы удерживаете однонаправленное сосредоточение и при этом с высокой интенсивностью ясности, то это будет хорошей концентрацией на 5 минут. Concentration which have 2 characteristics. Это будет концентрация, имеющая 2 характеристики. Now second misunderstanding. Далее, следующее заблуждение. Some masters explain such a way that mental dullness is something like a something sleepy state of mind. So if you remove this sleepy state of mind, then it is a concentration, good clarity of concentration. That is misunderstanding. Второе заблуждение. Лама Цонкапа говорит, что некоторые мастера считают притупленностью ума сонливость и говорят, что если вы избавитесь от сонливости, то обретете хорошее сосредоточение, и это тоже ошибка. So he don't understand the difference between the mental dullness and the sleepy state of mind. Такой мастер не понимает разницы между притупленностью ума и сонливостью. Sleepy state of mind is a result of mental dullness. Сонное состояние ума является результатом притупленности ума. First, in your mind, intensity of the object lose. Then this is when it lose, it is mental dullness. Вначале вы теряете интенсивность ясности созерцания объекта, и когда это происходит, то появляется притупленность ума. Then this dullness, if you don't fight with dullness, then it becomes stronger and stronger. Then from this dullness come sleepy state of mind. И далее, если вы не будете бороться с притупленностью ума, и она начнет становиться все сильнее и сильнее, то в какой-то момент появится сонливое состояние. Then deep sleep. И начнется глубокий сон. So sleepy state of mind, which is not clarity of mind, not able to think anything, that come from the mental dullness. Итак, сонное состояние ума, когда вы не способны сохранять концентрацию, не способны о чем-либо думать, это то, что возникает из-за притупленности ума. So, now digital explanation. What's the difference between the mental dullness and sleepy state of mind? I will explain later. И далее Лама Цонкапа говорит о том, что очень четкое отличие притупленности от сонливости я объясню вам позже. So, Lama Tsongpa says, now when you hold affirmation very tightly, there is danger of coming mental dullness. Лама Цонкапа далее. No. When you hold object meditation very tightly, there's mental wandering come. Лама Цонкапа говорит, что если вы удерживаете объект слишком крепко, то есть опасность появления блуждания ума. And when you lose it, little bit lose, When you lose too much, then mental dullness come. Затем, когда вы ослабляете удержание, если ослабили немного, то это не страшно, но если ослабляете слишком много, то возникает притупленность ума. This way, Lobön Sandragumi says. Поэтому Лобен Сандрагомин говорил. Indian master, great master. Это великий индийский мастер. He says, when you put too much effort, mental wandering come. Он говорит, когда вы прикладываете слишком много усилий, возникает блуждание ума. When you if you lose it, then mental dullness come. А затем, когда вы ослабляете эти усилия, то появляется притупленность ума. So, concentration, which is free of mental wandering and dullness, very difficult to achieve. И сосредоточение, свободное от блуждания и притупленности ума, развить очень трудно. That's why I had upset people, he says. И далее он говорит, поэтому зачем же мне расстраивать людей? Yes, so that's why Lama Tsongpa was saying that tiring object is very important, but if you tire too much, then that's a mistake. Losing also important, but if you lose too much, that's also a mistake. So that's why you should learn, it's skill that not too tight, not too loose.
in such way, if you abide concentration, then they will be free of mental wandering and mental dullness. Итак, Лама Цонкапа говорит, что здесь очень важно иметь искусность и важно крепко удерживать объект, но при этом не слишком крепко. Важно также держать его слабо, но при этом не слишком расслабленно. И вам необходимо научиться не слишком крепкому и не слишком расслабленному удержанию объекта, и тогда сосредоточение будет безошибочным. Okay, so this way, during the time when you really meditate, then this instruction is a priceless instruction. На тот период, когда вы по-настоящему будете медитировать, эти наставления станут для вас просто бесценными. When you don't achieve first and second stages, don't think that how long I stay. Think of how pure concentration it is. Don't think of the quantity, how long you stay. Think of how pure it is. Пока вы не развили первой или второй стадии, не думайте о том, насколько длинной является ваша концентрация, а думайте о том, насколько она чистая. Она чистая, понял, да? Некоторые люди, русские, европейские люди, чуть-чуть медитация, они не говорят, как чистая концентрация. Они говорят, я 3 часа могу сидеть. Ты 3, я до 4 часа могу сидеть. Понял, да? Это неправильно. Хорошо, ясно, да? Okay. So even you 4 hours you stay like that, it's a punishment your body. Даже если в течение 4 часов вы так сидите в одной позе, в позе медитации, это будет просто истязанием своего тела. Да? Хорошо, ясно, да? So this way, purity of concentration, emphasize and see how through during the time when you have one concentration, this one, when you think that now is too loose, then a little bit tight. When you say now because we mental wandering come a little bit loose, like that, then like in kratko, you get the balance. Then you enjoy meditation. Итак, во время сосредоточения очень важно следить за концентрацией, и если удержание становится слишком крепким, то в этом случае немного расслабляйте удержание объекта. Если слишком расслабленным, то немного приложите усилий, и это похоже на то, как канатоходец идет по канату, соблюдая равновесие. In this way, then later on you can stay very long on this kratko. Every time when you fell down here and there, then you lose organization through mental wandering and mental dullness. Позже, благодаря такой тренировке, вы сможете очень хорошо, долго оставаться на канате. А если у вас появляется отклонение, падение вправо или влево с каната, то это все равно, что вы теряете объект медитации или из-за притупленности, или из-за блуждания ума. Вправо упал, mental wandering. Лево упал, mental dullness. Вправо падаете, это блуждание ума, влево притупленность ума. Yes, okay. So with the help of the stick, mindfulness, stick is mindfulness. Then you keep the balance. Итак, с помощью этого шеста, шест, это внимательность, вы сохраняете равновесие. Понятно, да? So mindfulness very important. In this way, train. Then later on, then you become a more and more professional meditation. Итак, внимательность очень важна, и с внимательностью вам нужно тренироваться снова и снова, и позже вы станете профессиональным практиком медитации. All this analogy you should know by heart. Pillar of your meditation, tying the wild elephant of one's own mind with the rope of mindfulness and discipline with the alertness. This is very important. Итак, вам необходимо знать все эти примеры, аналогии, когда говорится, что объект медитации сравнивается с колонной, далее говорится о диком слоне вашего ума, о том, что вы привязываете его к колонне объекта медитации с помощью веревки внимательности и далее усмиряете крюком бдительности. Now here Lama Tsongkhapa says. Далее здесь Лама Цонкапа говорит. So, So now, when you check whether there is a mental wandering or mental dullness coming, either it's too loose, either it's too tight, at that time,
one part of mind should be checked, not whole mind. Здесь Лама Цонкапа говорит, что в тот момент, когда вы проверяете, возникает ли блуждание или притупленность ума, когда вы следите за тем, слишком ли крепкое ваше удержание объекта медитации или слишком расслабленное, то вы делаете это не полностью всем вашим умом, а только краешком вашего ума. So that's where man mind holding object meditation, then one small part of it investigating whether it is too tight or not too tight, whether there is mental wandering or not wandering. If there's danger of mental wandering coming, then you little bit hold. Then you feel that there's danger coming, mental dullness, and a little bit tight. So if you can do it before this mental wandering dullness come, there is danger of seeing, then this is a very good, very skillful way of developing concentration. If it come, if you do it, then a little bit late. Здесь основной ваш ум направлен на удержание объекта медитации, а маленькой частью вашего ума вы следите за тем, возникает ли притупленность или блуждание ума. И вот если удержание становится слишком крепким, то в этот момент вы говорите себе, надо немножко ослабить его. No. If hold a little bit tight, because there's danger of the mental wandering come. Before mental, if you a little bit lose it, that is a reflective way of dealing with the mental wandering dullness. Если сжать объект слишком крепко, то в этом случае возникнет блуждание ума, и для того, чтобы этого не произошло, вы уже немного ослабляете свой ум. No. When you hold object tightly, then you feel that this is although there's no mental wandering, because there's danger of coming mental wandering, then a little bit lose it.